95% управленцев в России проходит один и тот же путь к своему выгоранию. Сначала становятся пожарным, потом нанимают в зоопарк консультантов, после плодят контролеров и затем окончательно тонут в своей операционке. Думаю, многие проходят этой дорогой. Всем привет, я Александр Крещенко, 25 лет в промышленности. Я прошел этот путь от слесаря до генерального директора и знаю, что проблема не в людях, проблема в отсутствии архитектуры управления. В этом ролике я не буду рассказывать про 100 инструментов, я покажу вам практичный управленческий квартет, всего 4 ключевых инструмента управления, которые расставят все по местам. Вы сможете применить их уже завтра. Мы спроектируем для вашей компании работающую систему как инженерный проект. Это освободит миллионы из незавершенки, уберет конфликты между подразделениями и объединит вашу команду на выполнение целей компании. Начинаем проектировать вашу систему. Уже 8 роликов просмотрено вами. От хаоса на заводе с тепловозами до 4 работающих инструментов. Вы видели их по отдельности, но главный вопрос остается. Как их собрать вместе в единый механизм, который работает? Структура по потокам, сквозной план, финансовые показатели БДР, БДС и баланс и оперативное управление. Если вы дошли до этого ролика, вы уже на 90% впереди конкурентов. Вы увидели проблемы и решения, но сейчас момент, который изменит все. Забудьте слово менеджер. С сегодняшнего дня вы системный архитектор своего бизнеса. Или, как говорит великий Ицхак Адизес, интегратор, I. Тот, кто собирает компанию в единое целое. В чем суть? Менеджер красит стены, когда дом трещит весь по швам. Он тушит пожары локально, точечно. Архитектор, интегратор проектирует дом заново, с правильным фундаментом. Он ведет компанию цельно, как единую систему. Все инструменты, которые мы разобрали в предыдущих роликах, это не советы, это элементы проектирования вашего главного каркаса управления. Как балки и проводка. И прямо сейчас я покажу, как спроектировать бизнес, где вы стратег, а не пожарный. Чертеж номер 1. Наш фундамент. Это структура по потокам. То есть она выстраивается в поток создания ваших продуктов или услуг. В нашем случае это будет продукт. Точка входа – это клиент. Дальше идет проектирование и техническая документация. Я назову это РКД, рабочая конструкторская документация. И ТД – это техническая документация. После этого разрабатывается материальные ведомости, передается в службу закупок. После этого закупается материал и начинается производство. После производства, соответственно, происходит упаковка и отгрузка. Вот в нашем случае это поток создания нашего продукта. И на основании этого потока мы описываем зоны ответственности и строим нашу структуру для компании по потокам. И любая архитектура управления начинается именно с этого фундамента. И здесь большинство совершает роковую ошибку, строя на песке функциональные княжества. Наш фундамент, структура по потокам создания ценностей ваших продуктов или услуг, а не схема из кубиков с подчинением. Почему это называется фундамент? Потому что вся энергия и деньги движутся по этому пути. От заявки клиента до его оплаты после отгрузки продукции или вашей услуги, предоставленной вашей услуги. Если ваша структура повторяет этот поток, то исчезает войны отделов, все плывут в одной лодке. Ответственность становится сквозной. Не я сделал свою часть, а мы довели заказ по потоку или жизненному циклу продукта до получения денег от клиента. Скорость растет в разы. Не нужно перебрасывать ответственность через заборы. Это проектирование главного управленческого каркаса для вашего бизнеса. Без этого фундамента любые методологии, бережливое производство, проектное управление, agile – это просто будут надстройки, которые рухнут при первой же реальной нагрузке на вашу компанию. Сборочная единица нашего чертежа номер 2 – это несущие стены, он же сквозной план. Вертикальные стены – это этапы прохождения нашего
продукта между функциями по потоку и горизонтальные связи, да, это пусть у нас будет верхняя плита и соединение между собой. Это сроки, когда и кто из каких подразделений должен выполнить свои задачи в рамках своей зоны ответственности при создании продукта для последующей отгрузки заказчику. Теперь мы с вами собрали две сборочные единицы нашего чертежа. Есть фундамент, есть несущие стены, которые задают форму вашей системе управления. В архитектуре управления это называется сквозное планирование. Вот как это работает. Первое. План – это расписание вашего потока. Он показывает, когда и как быстро ценность, продукт или услуга будет двигаться по нашему созданному фундаменту. Она же оргструктура по потокам. Второе – это единый источник правды. Не 10 файлов у 10 различных руководителей по разным функциям, а один сквозной план для всех. Он передвигается от старта производства до его окончания. И третье, план превращает поток в конкретные даты и цифры. Ну и, соответственно, зоны ответственности. Уже понятно, кто на каком этапе, в какой срок выполняет. Главный архитектурный принцип здесь. План вытекает четкой структуры. Мы не вписываем его в хаос. Мы проектируем план на уже готовом каркасе для нашего бизнеса, где правильно распределены зоны ответственности и спроектированы стыки между нашими функциями и подразделениями. Именно на этих стыках обычно рушатся все ваши планы и стратегии. Поэтому такой принцип интегрированного планирования, он работает, а не висит статичным картинками на стене в кабинете из красивых слайдов презентации от эффективных менеджеров в госкомпании. В частном бизнесе и коммерческих компаниях нужны не отчеты на стене, а деньги на счете. Для этого и нужно сквозное планирование. Но управление не делится на частное и государственное, оно делится на эффективное, а не показное. Если вы за первое, инструмент перед вами. И сборочная единица номер 3 нашего чертежа – это коммуникации, финансы и оперативное управление. У нас получается, представьте, как воздушная коммуникация, ну или трубы, да, в доме кладут через весь дом. Вот в нашем случае трубы – это финансовые потоки, которые идут точно так же в соответствии с жизненным циклом продукта. И на основании этого жизненного цикла продукта работает каждое подразделение в рамках сроков, которые определены в плане, и подпитываются денежным потоком. А для того, чтобы это все функционировало, также идут коммуникации. Это оперативное управление. Она параллельно идет денежному потоку, плану и оргструктуре. То есть мы отслеживаем, чтобы каждая функция отработала в тот момент, когда это необходимо при изготовлении того или иного заказа. Ну и наше здание теперь стоит не мертвое, в нем есть коммуникации, которые его оживляют. И эти коммуникации у нас их две. Это финансовые, да, как я раньше сказал, это кровеносная система, трубопровод денег, жестко привязанная к сквозному плану. Мы видим не прибыль за месяц, а финансовый срез бизнеса в реальном времени. Это дает управляемость деньгами, а не отчетами. И второе, оперативные коммуникации. Это нервная система нашего бизнеса. Это короткие планерки, это красные линии, да, которые сопровождают на всем жизненном цикле создания наших продуктов, где мы можем находить отклонения от плана и запускать корректировки. Ключевой момент этой архитектуры – это системы, эти две, они не пересекаются, но работают параллельно, питая друг друга информацией. Финансы отвечают, сколько стоят нам эти отклонения. А оперативка и операционное управление отвечает, как вернуть в план и какие управленческие действия нам предпринять. Вместе они создают управляемую реальность для вас и вашего персонала. Но, конечно, двигают или питают все процессы вашей компании, чтобы они работали эффективно. Мы теперь не реагируем на наши проблемы постфактум, а уже спокойно управляем исполнением проекта под названием «Ваш бизнес». Ваша команда движется слаженно,
потому что все видят одну цель и понимают цену ошибки. А теперь главное, почему это не просто 4 инструмента, а единый организм. Посмотрите на связи. Структура определяет, кто и как работает. План определяет, когда и с какими ресурсами. Он же источник данных для всех остальных систем. Финансы отвечает на вопрос, сколько стоит каждое действие отклонения. Но оперативка, оно же операционное управление, обеспечивает одно – выполнение наших планов. Это замкнутый цикл управления. Каждый элемент питает и усиливает другой. Синергия. Это не просто ПДЦА доктора Деминга. Это полноценная архитектура для вашего бизнеса. Итог. Не плюс 20% к производительности вашей компании. Это качественный скачок. Вы можете достигнуть плюс 100% к текущей производительности. Как в таком кейсе с тепловозами, что я разбирал в первом ролике этого плейлиста. Что мы там получили? Сроки выполнения заказов сократились в 1,5 раза. Предсказуемость бизнеса выросла с 30% до 90%. Время руководителя на стратегию с 0 часов до 4 часов в день. Мы перешли от управления людьми через крик и микроменеджмент к управлению системой. А система, в отличие от эмоций, работает четко, предсказуемо и по законам логики. А теперь вопрос лично к вам. Узнаете в этой стройной системе то, чего у вас пока нет? Проверьте, не идете ли вы до сих пор по другому пути. По пути из 4 шагов, которые на самом деле ведут в никуда. Шаг номер 1. Вы становитесь пожарным. Чем больше вы работаете, тем меньше работы убавляется. Если вы не сказали подчиненным, они не сделали. Вся компания только делает, что тушит пожары. А вы постоянно опаздываете. Растут затраты и количество сорванных заказов. Дальше вы поднимаетесь на шаг 2. Вы нанимаете зоопарк консультантов, чтобы залатать ваши дыры. Вы нанимаете специалистов. Один внедряет бережливое производство, другой теорию ограничений Голдрата, третий автоматизирует ERP, а четвертый проектное управление. И так проходят года. Деньги вы потратили, а результаты мизерные. Получается, не инструменты работают на вас, а вы на их обслуживание. Дальше вы идете на шаг номер 3. Вы создаете отделы контроля лишних контролеров. Вы думаете, раз не справляются сотрудники и не работают советы консультантов, буду контролировать их сам. Итог – бюрократия. Работа стоит и парализована, пока все заняты отчетами. А заказы в этот момент срываются, незавершенка растет, хаос продолжает расти. Дальше вы поднимаетесь на шаг 4. Вы становитесь ассистентом своих помощников-контролеров. Вуаля! Вы на 200% погружены на дно операционки. Вы не только ставите задачи, но и расписываете подзадачи по всем протоколам пройденных совещаний для своих же контролеров. Вы погружены в операционку, в проекты улучшений, в тонны протоколов. И вишенка на торте. Вы дублируете это еще все в электронный документооборот. Итак, выглядит путь 95% управленцев. А у нас-то сейчас 21 век. Это дорога в никуда. Потому что это хаотичная реакция на проблемы, а не системное проектирование архитектуры управления для вашей компании. Ваш шаг. С чего начать проектирование? Теперь вы видите целую картину. Архитектура управления – это не модный термин, это инженерная дисциплина, которая позволяет эффективно управлять системами. В нашем случае система – это ваша компания или бизнес. И у вас есть выбор. Первое – продолжать быть пожарным каждый свой рабочий день или стать архитектором и спроектировать свою систему, где проблема не возникает в таком количестве, как у вас сейчас. С чего вам начать? Не с перестройки всего и сразу. Начните с диагностики. Первое. Возьмите большой лист бумаги, нарисуйте, как на самом деле движутся ваши заказы сейчас. Где пробки и узкие места в ваших потоках. Второе. Сравните с идеалом, со схемой, которую вы видите, как должно быть. Найдите слабые звенья. Третье. Спроектируйте пилот на одном потоке или продукте и работайте по-новому. Ваше время, ваш момент. Я поделился с вами методикой, которую собирал целых 25 лет. Все это протестировав, отбирая лучшее. Теперь эти знания ваши. Напишите в комментариях ваши эмоции, мысли, какие у вас желания появились, озарения.
Если готовы перейти к проектированию, делайте 3 вещи. Первое, подпишитесь. Второе, нажмите на колокольчик. Третье, напишите в комментариях одно слово впечатления по увиденному в этом ролике. На самые острые вопросы я отвечу вам в 12-м итоговом ролике этого плейлиста. Дальше будет только практика. И для тех из вас, кто уже сейчас готов действовать, не только смотреть ролики на YouTube, но и реально внедрять это в своей компании, на этом канале я делюсь только практикой. Если узнаете в роликах свои проблемы, добро пожаловать. Для решения сложных задач приглашаю на личные консультации и полные проекты по построению архитектуры управления для вашей компании. Ссылки в описании ролика и канала. Вы теперь системный архитектор для своего бизнеса или компании. Проектируйте свою архитектуру управления. И анонс. Скоро выйдет исторический обзор, как менялись подходы к управлению в России с 2001 года по 2026 год. Это поможет понять корни сегодняшних проблем и увидеть путь к изменениям в Институте управления промышленной отрасли, ну и всеми другими отраслями нашей большой страны. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал сейчас. До встречи в следующем ролике. Пока.